Он возвращается в соревновательный армрестлинг, возвращается на вершину. По поводу формы Дениса, то я думаю, что у Дениса на данный момент лучшая форма из той, которая у него была за последнее время. Выносливость – это не сильная сторона Заура. Руки. Две самые сильные руки мира, да? Плохая выносливость, однобокость техники, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если Зауру сделают тот поединок, о котором сейчас все говорят, какие у него шансы? По мне, так этот вопрос должен звучать по-другому. Какие шансы у Ливана в армфайте против Заура? Спонсор выпуска. Компания Сила Роукав, продукцией которой уже давно пользуются известные спортсмены. Резиновые петли и тренажеры для предплечий. Ручки для армрестлинга на любой вкус. Ручки на лямках. Ручка с двумя насадками конус и цилиндр. Блоки приставки к столу. И, конечно же, сами столы для армрестлинга. У ребят есть сайт и группа ВКонтакте. Все ссылки на наших друзей я оставляю в описании данного видео. Ливан там что-то ляпнул про то, что Гаспарини меня выиграет. А про себя добавил, что уйдет из спорта, если 6-0 меня не выиграет. Его за язык никто не тянул, пусть тогда как мужчина свое слово сдержит, раз так уверен в себе. Вспоминает подробности стрима Ингина Терзи, чеченский рукоборец. Неужели и вправду у Заура Пайзулаева нет никаких шансов против Ливана Сагинашвили? По мне, так этот вопрос должен звучать по-другому. Какие шансы у Ливана в армфайте против Заура? Потому что если оглянуться назад, на год, на два, на три, то давненько у Ливана не было серьезных соперников. Так что не знаю, справится он с Зауром или нет. Я думаю, у Заура очень большие шансы. Единственное, что нужно, перед этим провести поединок со спортсменом, с которым Заур никогда до этого не боролся. Потому что до этого, который армфайт у него был, он там боролся со спортсменом, которого он хорошо знал. Он знал его борьбу, его углы, что ему делать, как ему делать. Вот ему нужен сейчас поединок, тот, которому он сделает свой разбор, которому он подготовится, который он, естественно, выиграет, кто бы это ни был. Вот. И следующим армфайтом уже должен быть тот армфайт, о котором все говорят, и в котором Заур обязательно выиграет. Я в этом просто уверен. Очень много вопросов у фанатов армрестлинга к выносливости Заура Пайзулаева. Вопрос откуда? На самом деле, тут тоже очень интересная история. Вот выходит Заур на турнире AMC и проводит полноценно там 10-15 поединков с сильнейшими тяжеловесами в категории в абсолютке и не устает. Ему хватает сил пройти эту дистанцию целиком, не теряя ни скорости, ничего. Ни силы, ни скорости. Он как был силен и быстр в начале этого пути, так и в финальных поединках. Об этом забыли. Заур проводит два армфайта. Сначала вчистую разбирает Романа Шорина 6-0, потом также вчистую разбирает Григория Лещука. А там были и срывы, и увязки ремнем, все то, что забирает силы и должно гипотетически влиять на выносливость, на слабую, и снижать скорость Заура. Ничего не происходит. Заур как доминировал в первых раундах, так же доминировал и в последних. Опять мы этого не помним. Но мы увидели уставшего, замученного Заура в поединке в спарринге с Денисом. Я уже до старта, я уже все, смотри. И делаем выводы именно из этого. Почему? Потому что мы хотим или не хотим видеть новую звезду в мировом армрестлинге. Ребят, все хорошо с выносливостью у Заура, по мне так. Да, в поединке с Ливаном будет другой вопрос. У кого из этих равных по силе соперников больше выносливости? Но это уже другая история. И ответ на этот вопрос мы поймем только посмотрев этот армфайт.
Что я могу сказать по поводу спарринга Дениса и Заура? Делать какую-то глубокую аналитику, исходя из спаррингов, тяжело, с учетом, что Заур был после турнира. Не совсем понятно, насколько смог Денис включиться в борьбу. И вообще, в принципе, спортсмены впервые спарринговали между собой, поэтому, я думаю, даже им сложно будет сделать какие-то выводы и какую-то аналитику по этому спаррингу. Ну, в принципе, мы не увидели ничего нового. Мы знаем, что выносливость – это не сильная сторона Заура, и напротив, что это сильная сторона Дениса. Тем более, как для тяжеловеса. Считаю ли я, что в армфайте главный показатель – это выносливость? Нет, я считаю, что все равно сила очень важна. А у Заура есть сила и есть очень хороший старт. И с учетом, что сейчас поединки идут 5 раундов, и что в первых 3 раундах можно взять и победить соперника, то есть если сделать геймплан, если хорошо подготовиться, если разобрать борьбу и стартовать в движение, или просто стартовать в свое движение, что Заур может делать, то я думаю, что никаких проблем в армфайте у Заура с этим не должно быть. Спарринг – это вообще территория очень загадочная и очень сложная, потому что даже сами участники спарринга не всегда готовы адекватно оценить то, что только что произошло за столом. Что уж говорить о зрителях и фанатах армрестлинга, которые оценивают поединок, например, Дениса Цыпленкова и Заура Пайзулаева, не зная всех исходных составляющих формы атлетов в данный момент. И поэтому каждый видит в этом спарринге то, что он хочет увидеть. И если он не готов принять там нового чемпиона, новую звезду мирового армрестлинга Заура, он будет видеть в этом спарринге одни недостатки и недочеты. Например, там плохая выносливость, однобокость техники, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если же мы хотим попробовать дать какую-то реальную оценку произошедшему спаррингу, то нам нужно перестать оценивать его с точки зрения сегодняшнего дня. Потому что в сегодняшнем дне очень много переменных. Прежде всего, то, что Заур приехал на этот спарринг сразу же после турнира в Грозном. А в Грозном он боролся в своей категории, боролся в абсолютке, боролся с сильнейшими тяжеловесами страны. И я считаю, что он оставил в Грозном минимум 30% своих сил. Но даже вот в этом разобранном состоянии мы видим, что он доминировал над Денисом. Это первый фактор. Второй фактор. Даже вот этот минус мы отнимаем от пиковой формы Заура, потому что Заур подводился к турниру в Грозном. То есть пик, и от пика отнимаем 30%. А Денис только поднимается на пик. И я думаю, что он прошел максимум половину этого пути. И ему еще расти и расти. То есть мы изначально понимаем, что силы этих участников в данном спарринге несопоставимы. Потому что каждый из них находится на своем промежутке вот этого чемпионского пути. Но в любом случае мы видим, что Денис прогрессирует. Это видно из этого спарринга. И мы понимаем, что мы можем ждать от него в будущем реальных заруб с сильнейшими рукоборцами планеты. И в то же время мы видим силу Заура. То есть этот спарринг подтверждает, что перед нами реальный претендент на титул короля мирового арма. Но при этом я соглашусь, что то, что мы увидели, этого мало, чтобы дать реальную оценку каждому из участников, и Денису, и Зауру. Мне хотелось бы увидеть больше разнообразия. Нужно было увидеть борьбу в крюк, борьбу от защиты. Но опять же, чтобы это увидеть, нам нужен отдохнувший Заур Пайзулаев. И я уверен, что у них состоится еще один спарринг в ближайшее время, где они побалуют наше любопытство, и мы сможем с вами составить более оптимальное мнение о форме, о силовом потенциале Заура. Если вы меня спросите, хочу ли я прямо сегодня увидеть армфайт Заура Пайзулаева или Ивана Сагинашвили, я отвечу вам, что нет, не хочу.
Потому что сегодня это будет заруба районного масштаба, заруба, которая будет интересна максимум в тусовке рукоборцев. А это рукоборцы такого уровня и противостояние такого уровня, которое может выйти за рамки армрестлинга, как в свое время за рамки арма вышло противостояние Дениса Цыпленкова и Девона Лората. И поэтому, в моем разумении, оптимальное время для этого армфайта – это конец года. И атлеты смогут подойти к этому противостоянию в оптимальной форме. И организаторы этого матча могут прокачать эту историю по полной. По поводу формы Дениса, то я думаю, что у Дениса на данный момент лучшая форма из той, которая у него была за последнее время. Я думаю, что он уже подводится к поединку, то есть он проводит больше спаррингов, и, то есть больше работает над какой-то техникой, наверное, и уже больше ментально готовится к поединку. Относительно кто фаворит в данном поединке, я думаю, что здесь 50 на 50 шансы, потому что Джон тоже очень великий спортсмен. Но будем болеть, конечно же, за Дениса, как в любом поединке, где участвует наш спортсмен, мы всегда болеем за своих. Друзья, с 13 по 17 февраля в городе Орел пройдет чемпионат России среди лиц с ограниченными возможностями. Прошу вас оказать мне и моей супруге посильную помощь на данную поездку. Только от вас, от моих подписчиков, зависит, сможем ли мы принять участие в главных соревнованиях года. Помочь нам выехать на соревнования можно, отправив любую сумму по номеру телефона, который привязан к карте Сбербанка. 8 920 177 55 61. Номер карты я оставляю в описании видео. И помните, добрые дела всегда возвращаются. К себе подтягивай. Уголок растягиваешь. К себе, вот так идет. Идет. Тащи вверх, а пальцы выбивай. Выбивай пальцы. Надежно к себе подтягивай. Поднимите, спортсмена. Поднимите его. Говоришь, кому надо интервью? Кому интервью? Вот сюда, наверное, да? Что? На этом все, друзья. Но надолго я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ведь вас еще ждет много интересных сюжетов. Что я могу сказать по поводу возможного возвращения Алексея Воевода, о котором сказал Энгин у себя на стриме? Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравился ролик. И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничках в социальных сетях. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан.